Здрасте. Здравствуйте. Так, Лермонтовский, да? Да. Угу. Oh my! Не боитесь промокнуть? Точно собирается вы такая... У меня зонтик с собой есть. А, ну тогда другое дело. Да. Другое дело. Погодка сейчас, конечно, так себе. Да, вот у нас две крайности, да, в Питере. Либо очень жарко, прям очень жарко, либо очень холодно и очень мокро. Не говорите, да, либо жара, либо дождь. Ну все, сейчас Таких вариантов нет, да. Питер в своей красе. Надеюсь, не последний день платья ношу. Ну, давайте так. Вот, смотрите, он пошел. Блин. Как? Хорошо, что зонтик не забыла, еще возвращалась, не зря. Ну, может, он ненадолго, кстати, у нас так бывает, обещают, и, короче... Кстати, да, вот вы знаете, 2 последних дня обещали, прогнозы писали, а он, ну, его не было, так днем только чуть-чуть полил и прям... Ну, собственно говоря, вот и все, по-моему. Что-то он как-то... сразу закончился. Да, как-то не быстро он. Да. Точнее, недолго, господи, что я несу. Я просто разнервничался, распереживался. Ко мне сегодня еще красивые девушки не садились в машину, поэтому я Ой, да, спасибо большое. чуть-чуть распереживался немножко. А чем вы занимаетесь? А ничего, если поболтаем? Конечно. О чем Обожаю болтать с таксистами. А, серьезно? Да. Да вы врете, наверное. Тем более вы такой симпатичный. Да ну перестаньте, ну что ж такое-то? Ну давайте тогда. Честно. Давайте тогда общаться. Давайте. А чем вы занимаетесь? А я переводчик на заводе по производству трубопроводной арматуры для атомных электростанций. Для атомных электростанций. Да-да-да, Переводчик? именно так. А что переводите? Вот с непонятного технического языка на... Перевожу, да, с технический переводчик. Я английский? перевожу английский. А, у вас технический английский на... Да. Вы не против? Я вот так вот к вам сяду? Ой, не против. Вот. Я переводчик, Так. да, технический переводчик. Перевожу разную техническую документацию, конструкторскую документацию. А также устно перевожу. К нам приезжают индийцы проводить инспекции. Ну, то есть они закупают у нас оборудование трубопроводное. Приезжают из Индии проводить инспекции. И я, собственно, устно им перевожу. Это втулка, там это корпус арматуры, это то, это все. Мы проводим разные испытания, то есть там капиллярный контроль, капиллярная дефектоскопия, и там разные там термообработка, наплавка, гидроиспытания, то есть вот прям технический такой перевод. Там давление, трубки, все, короче, вот это все. Вот, а еще я администратор в модельном агентстве. Вот. Я честно могу признаться, я что-то про индусов услышал, все остальное я был в каком-то тумане. Вы такая красивая, что можете говорить все, что хотите. Так, а модельное агентство, администратор в модельном агентстве, что администрируете? Ну, смотрите, я записываю модели на съемку, на обучение. Я вообще веду весь учет, как бы отчетность. Ну, мы работаем с моделями, да, подписываем с ними контракты. И, ну, я, в общем, за всем слежу. Короче, на мне все. Я занимаюсь там всем. Я слежу за чистотой, слежу там за тем, чтобы были договоры, все анкеты. Анкета, когда приходит, модель заполняет. Я слежу за... вообще, в принципе, тем, чтобы не было много людей, чтобы там по телеку шла наша передача, ну, музыку тоже я, ну, включаю. В общем, я слежу там за всем. Я первая прихожу, последняя ухожу. Последнего клиента сижу. А как вы умудряетесь совмещать-то все? У меня вопрос. А вот вы знаете, я раньше работала Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени.
всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Немножко американские горки. Немножко, да. Да. Простите. Вот, а к вам нельзя вперед пересесть? К нам вперед? Да, а то вот там лучше слышно там. Да, Или можно, нет? Можно. Сейчас я поверну тогда и пересядете. Спасибо. Вы такой интересный собеседник. Да, серьезно? Я же молчу. Я же Мне ничего не нравится, говорю. что вы активный слушатель. Ах, Да. вот что вам нравится. Я Да, думаю, да, что мне вам очень нравится, когда меня активно слушают. Хорошо. Ой, спасибо большое. Так, давайте тогда. Присаживайтесь. Выходите. О, вот здесь мы с Мы вами... пересели, и на равных. сразу тучки ушли. Конечно. Это потому что вы, да, все вы. Все я. Вот, а что же я говорила? Вот Про- вопрос, что вы говорили, теперь я даже не помню. Да, уже. про... Как вы совмещаете? Как я совмещаю, конечно же. Смотрите, раньше я работала, прям ходила на завод с 8 до полпятого. Это было тяжело, конечно, потому что далеко ездить. Все-таки заводы, они находятся в основном в промышленных таких районах, Зонах, зонах. И мне было 1,5 часа. Я ехала на такси, на метро, на автобусе, на метро с пересадками 3. Представляете? Мне это надоело. Я решила уйти на удаленку. Я у них узнала, можно ли так сделать. Я ушла на удаленку, была на окладе. Получается, была на окладе, и там что-то было мало переводов. И в итоге мне сказали, знаешь, мало переводов сейчас, мало работы, а ты получаешь такой оклад хороший, как будто ты с 8 до полпятого тут торчишь. Я говорю, ну да. Вот, и они говорят, давай сделаем так. Переведем тебя на договор подряда. То есть ты будешь сколько перевела, столько и получать. То есть, понимаете, да? То есть я перевела там 10 текстов, и за них получилось, считается по знакам. То есть по знакам переведенного текста. Я это должна все подсчитывать, вести учет, и мне, соответственно, платят. Сделка. Вот, я говорю, давайте попробуем. Конечно, я очень расстроилась, потому что, не всегда обеспечивается такой объем переводов, да, чтобы нарабатывать на определенную сумму. Вот, но, нет переводов и все. Или там уехала я в отпуск, у меня нет ни отпускных, ни больничных. Меня это сначала очень расстроило. Вот, я прям даже, прям очень расстроилась. Даже поплакала. Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр, а я посплю. Можно я один вопрос задам? Конечно. Скажите, а индусы реально слушают, что вы говорите, или на вас только смотрят? На меня только смотрят. То есть, в принципе, ваш технический английский может быть на любом уровне. Да, Вы можете чесать Они все, что фотографии. хотите. Да. Я понял. Я так и разговариваю. И отлично. обо всем, Поэтому вас кроме там и работы. держат. Да. Удаленка поэтому такое себе. Меня, всё-таки. кстати, поэтому там и держат, чтобы индийцы, приходили и такие... Вау, давайте подпишем уведомления все. Всё. Да, все. Сразу. И я как-то даже просила, говорю, давайте подпишем, уже так домой хочется. И они подписывали. Вот. Как-то одного индийца, представляете, перешла на эту тему, у него зимой, очень было тогда холодно, у него появилось на руках какое-то, как экзема какая-то, в общем, ужас, что-то страшное. Он подумал, что это от переохлаждения или что-то такое. Вот, и попросил меня в больницу его сводить. А я, в больницу к дерматологу. Попросила записать его к дерматологу и сводить, после работы. А я, во-первых, после работы домой планировала ехать. Так. А во-вторых... Может, он придумал это все? Во-вторых... Может, у него эти... Не, он ходил в перчатках, Это шляпа с рождения. Вот, у него, может, это с рождения, а он решил просто... Нет, это выглядело очень страшно. Вот честно. И я думаю, ладно, помогу ему, конечно. А я сама, я не знаю медицинский английский, то есть я вообще ничего не знаю. То есть, абсолютно. И мне мы поехали. И там слова, капельницы, такие-то анализы, такие, на то, на сё. Я по-русски не понимаю, что это значит. А по-английски-то уж тем более. И я думаю, хоть бы... То есть я не знаю, как это перевести слово на английский. Я его перевожу в переводчике, он не понимает. Я такая, так. Начинаю на хинди переводить. Он не понимает. Оказывается, у него другой... знаете, у них диалекты в Индии. Так. То есть у них диалекты, да. И у него другой диалект.
у него другой диалект, и я молилась, чтобы этот диалект был у меня в переводчике. Но в итоге мы друг друга поняли, что такое капельница. Вот. И в итоге он меня так благодарил. То есть, когда он уезжал, он 10 раз со мной сфоткался, там вообще чуть ли не боготворил меня, что я ему помогла. А представляете, он ему написал на 18 тысяч анализов, и он такой: нет, я не буду это сдавать. И прописал одну мазь, Адвантан. Он ее купил, и на следующий день все прошло. Вы представляете? И он был так мне благодарен на следующий день, что он просто... Другая переводчица была с ним тогда, но мы меняемся. Вот. И он так расстроился, она мне прямо сказала, он так расстроился, когда меня увидел, а не вас. Ну, в общем, с этими индийцами отдельная история, они такие смешные. Ну, правда, акцент у них вообще ужасный акцент, ужасный. Я даже думала, что у меня тоже появился этот индийский акцент, как только я стала там работать. Вот. Ну и вот, про эту удаленную работу, собственно. Я ушла теперь на сделку, и я, получается, меня ничего не держит больше. Но у меня, конечно, нет ни больничных, ни отпусков, никакой социальной поддержки. Но я теперь, как бы, вот мне сказали, есть документ на перевод. Можешь взять? Я говорю, я могу или я не могу. То есть все зависит только от меня. Сколько я делаю, да, в месяц, столько и получаю. И могу искать, как бы, другую работу. В агентстве я работаю там 2 на 2 с девочкой, 2 через 2. Вот, поэтому я сейчас нормально совмещаю. Правда, единственная одна ситуация, вот, например, в понедельник мне звонят вот с этой моей работы, с завода, говорят: Настя, там одна переводчица у меня уезжает в отпуск, другая болеет. И мне говорят: Настя, ты очень нам нужна, очень нам, да у нас 2 индийца будут, без тебя никак, ну не справимся вообще, очень нам нужна на устный перевод. Вот, а там тоже свои расценки на устный перевод, то есть почасовая оплата. А мне в понедельник надо быть в агентстве. То есть, ну, как бы, это вчера вот они мне все сообщили. Ну, спасибо, что не в воскресенье вечером. Вот, ну, в общем, я решила эту проблему. Я полдня буду на заводе, до где-то 2, и поеду потом на другую работу. Попросила там девочку меня заменить. Она новенькая, ничего не знает, но как-нибудь справимся, надеюсь. В общем, всем нужна. Всем Анастасия, нужна. вы такая болтушка в хорошем смысле этого это слова. правда, да, я такая болтушка. Значит, нам просто вот сюда сейчас я развернусь. Да. Ну, в хорошем смысле, опять же, вы болтушка, не подумайте, что я вас там никак, ни в коем случае. Я просто... Вы прекрасны. Ой, спасибо. И очень гармоничны в ваших работах и в ваших рассказах. Мне так приятно, спасибо большое. Так, хоть кто-то видит и ценит, как я много работаю. Да, ну вы сами рассказываете, что вы много работаете. Да, ну я хвостушка, такая хвостушка. Здесь нормально? Вот. Да, отлично, отлично. У меня там Без есть знал. за наличку. Да, Без знал. спасибо вам большое. Вы Жалко такой интересный собеседник. Да, я молчал всю дорогу. Я такой интересный. Это очень Да, важно серьезно? для Львов. Я понял, чем я взял. То есть Да. обычно таксисты болтают, что вы слово ставить не Да. можете, а я терпеливо всю дорогу слушал, как вы... как психолог настоящий. Ой, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо. Ох, как же мне порой бывает непросто. Как же мне порой бывает непросто. Удерживать себя от каких-либо Что же опять-то, вот что, ну как так, а? Вот как красивая женщина, я сразу теряю самообладание. А ведь не должен. Короче, не нужно терять самообладание. Вот я к чему. Нужно быть... Красивых женщин много. Алло. Да. Только что с вами ехала. Настя, которая только что с нами ехала. А, да, Анастасия, я не забыл про вас совсем, не забыл. Да. А что случилось? Слушайте, такая ситуация, я узнать голос в машине забыла. Но мне так хочется влог. Не вижу зонта что-то.
А на заднем сиденье, кажется, я его оставила. А, вот теперь вижу. Да. Ой, нашли? Нашел. Так не хочется мокнуть. Вы далеко вот отъехали? Да я вообще не отъехал, заказ жду, а что? Ой, отлично. А вы не могли бы ко мне подняться? У меня кофе вкусный с пироженкой, я вас угощу. Простите, у меня не очень хорошо связь. Еще раз, что вы сказали? Я говорю, у меня дома кофе с пироженкой. Может, вы мне занесете зонтик? Кофе с пироженкой или кот с пироженкой? Кофе. Кофе с пироженкой. Вы приглашаете меня на кофе с вашим зонтиком? Да. А, Вы мне зонтик, я вам кофе. А, я вам зонтик, вы мне кофе? Да. При условии, что и зонтик, и кофе ваш? Да. Ага. Анастасия, кто я такой, чтобы отказываться от кофе и добрых дел? Конечно же, я. Вы мне адрес только скажите, какой у вас. Да. Ага. И квартира 2134. Звоните, я вас встречу. Так, ну хорошо, если я по дороге у меня что-нибудь из памяти вывалится, я вас перенаберу на этот номер, да? Договорились. Все, Ой, давайте, Анастасия, иду, все, бегу, давайте. давайте. Спасибо тебе, Господи Вселенная, и шаманы, которые пляшут и бьют в бубен, чтобы у Женька было все, о чем он только мечтает. А что это я раздухарился-то? Это просто кофе, между прочим, и просто доброе дело. Никаких там излишеств всяких. Пирожное я тоже не буду, я на диете. Ну, максимум, что я могу, максимум, это максимум остаться до утра. Но на этом все. И не просите меня больше ни о чем. Да, так и скажу. Нормально же? Блядь, что сижу-то? Пора идти. Бля, уже и дождь идет, сейчас намокну сам весь, блин. Расскажу вам потом. Или не расскажу. Или не расскажу. Наверное, все-таки нет. Джентльмены о таком не говорят. Что я нервничаю, пипец как. Блядь, в 3 классе первый раз целуюсь. Ой, господи. Ну, неожиданно. Хули, ну приятно. Соберись, тряпка! Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.